Ты пропустила важный знак, касающийся твоего здоровья. Но я сейчас отвечу на этот серьезный вопрос своими словами. Дитя, в твоем теле происходят перемены, особенно в нижней части живота. Да, твой метаболизм замедляется с каждым днем, но твой дух не ослабевает. Твой дух ежедневно укрепляется моим присутствием. Хотя твоя плоть не всегда отражает это, я вижу то, чего ты не видишь. Я Бог, хранитель твоего дыхания и наблюдатель твоей крови. И я не молчу о том, что происходит внутри тебя. Вы чувствуете усталость без причины. Вы просыпаетесь с тяжестью, которую не можете объяснить. Возникает дискомфорт, который не всегда кричит, но шепчет достаточно долго, чтобы измотать вас. Вы искали ответы, но слышали лишь тишину. Но послушайте, это не просто медицинская проблема. Это духовный сигнал. Божественное вмешательство. Сверхъестественное послание с небес. Я указываю на эту область не для того, чтобы напугать вас, а чтобы ваше сердце сонастроилось с моим голосом. Я хочу вашего внимания, потому что ваше исцеление сокрыто в том, что вы игнорировали. Дитя мое, твое тело – храм Святого Духа, и я не обитаю в храмах, оставленных в руинах. Я восстанавливаю тебя. Тихо. Незримо. Я начинаю с того места, где впервые укоренилась усталость. Да, низ твоего живота подвергся атаке твоя сила, твой напор, твой аппетит к жизни. Но я вдыхаю новую жизнь в иссохшие системы. Я разжигаю огонь пищеварения и сжигаю токсины, накопившиеся из-за стресса, страха и череды разочарований. Ты думал, что это просто еда, но нет, это промедление в судьбе питало этот упадок. Вам нужно оставаться со мной, здесь и сейчас, в каждом слове, которое я говорю, потому что то, что я открою дальше, касается не только вашего исцеления. Это касается вашего наследия, вашего урожая, вашего призвания. Ключ, что-то погребено под этой проблемой, и я покажу вам, где она скрывается, прежде чем это сообщение закончится. Но сначала вы должны понять, дело не только в том, что не так. Дело в том, что скоро будет исправлено. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Я видела, как ты стоишь у зеркала, гадая, что происходит с твоим телом, лицом, сиянием. Я видела, как ты спрашивала, почему я чувствую себя так нехорошо. Но мой ответ не паника, а молитва – это боль, не наказание. Это пророчество. Знак того, что старая версия тебя не может нести новое благословение, которое я приготовил. И прежде чем чудо проявится на твоем банковском счете или в отношениях, оно начинается с твоего тела. Да, даже ваш кишечник, ваша кровь, ваш уровень гормонов – нет ничего слишком физического, чтобы моя рука не могла его преобразовать. Так что не отвлекайтесь. Не позволяйте отвлечению украсть ключ, который я собираюсь вложить вам в руку. Если вы уйдете сейчас, вы упустите завет, который я заключаю с вашим исцелением. Если останетесь, вы услышите точный момент начала перемен. Мой голос здесь, сейчас, чтобы раскрыть то, что врачи не смогли уловить, и открыть то, что ваш дух знал все это время. Что-то божественное пробуждается. Что-то священное исцеляет. И благословение, связанное с этим посланием, больше любого диагноза, любых сомнений, любых задержек. Потому что, дитя мое, речь идет не только о ваше здоровье. Речь идет о богатстве, которое я вкладываю в ваше благополучие. Деньги, которые направляются на вашу новую силу, чудо которой проложит себе путь из духовного в физическое. И прежде чем это послание закончится, я выпущу числопророческий знак. Скрытая истина. Но чтобы ее получить, нужно дожить до последнего слова.
Потому что долгожданная трансформация уже началась, и ваше тело – это первый свидетель. Я говорю о гормональном всплеске и силе вашей иммунной системы. Я вижу, как долго воспаление тлело в глубине души. Как долго усталость окутывала ваше нутро, словно режущая тень. Я вижу шум, тупую боль, которая то появляется, то исчезает, необъяснимое изменение веса, постоянное напряжение, которое не может снять даже сон. Вы говорили себе: это просто стресс, но я говорю вам, что дело глубже. Это отголосок битвы в невидимом, где тело отражает то, что душа несла в тишине. Да, твое тело пыталось сказать то, что не мог сказать твой рот. Каждая судорога, каждый скованный сустав, каждая беспокойная ночь ворочались, все это было частью языка, которым твой дух взывает ко мне. Головные боли, возникающие, когда ты ничего плохого не делаешь. Одышка, даже когда ты отдыхаешь. Сухость кожи. Холодные руки. Внезапный жар в затылке. Это не случайность. Это знаки. Это послание. Это звуки твоего сердца, стучащие в стены твоей судьбы, говорящие: «Впусти меня». Дитя, твое тело было верным. Оно пронесло тебя через те дни, когда твой разум сдавался, а душа рушилась под тяжестью нарушенных обещаний. Оно оставалось стойким, когда твой дух был сломлен. Но теперь оно устало. Теперь ему необходимо божественное вмешательство. И я пришел, чтобы вмешаться не только исцелить, но и правда. Потому что то, что скрыто в теле, всегда говорит через сердце, и твое сердце шепчет мне даже сейчас. Оно устало притворяться. Оно устало от маски. Оно хочет получать. У вас есть припухлость внизу живота, которую вы заметили, но проигнорировали. Иногда это боль, иногда просто давление. Вы списали это на проблемы с пищеварением или старение. Но я говорю вам сейчас, это предупреждение и приглашение, предупреждение, что нельзя нести бремя всех остальных, пренебрегая своим собственным храмом. И приглашение в более глубокую сферу исцеления, богатства и духовной зрелости. Потому что вы не просто тело. Вы судно. Избранный носитель моего изобилия. И я не вливаю богатство в сосуд, из которого течет жизнь. Прислушайтесь, подъемы и падения вашего артериального давления не случайны. Дрожь в руках, когда вы одни. Скованность шеи. Хруст суставов. Учащенное сердцебиение по ночам. Все это открывает то, что спрятано в вашей душе. Но боль не ваше наказание. Это путь. Это я, позволяющий твоему телу вернуть тебя к твоей первой любви, мне, потому что ваше исцеление не только в лекарстве. Оно в чудо, и это чудо формируется сейчас. Я вижу воспаление, оксидативный стресс, лимфатическую пробку. Но я также вижу ангела, которого я назначил для вашего выздоровления. Разве вы не замечали, что определенные симптомы приходят и уходят вместе с вашими эмоциями? Что после конфронтации у вас сжимается живот? Что, когда денег мало, у вас сводит поясницу? Что, когда вы плачете втайне, ваша иммунная система снова дает сбой? Дитя мое, тело говорит. И я даю вам уши, чтобы вы услышали это сейчас. Потому что то, что вы называли нормальным, не ваша доля. То, что вы терпели, не ваше наследие. Я создал вас не для того, чтобы вы жили в циклах временной силы и повторяющегося выгорания. Я создал вас для устойчивости, для переполнения, для избыток которой начинается в ваших клетках и распространяется на ваш банковский счет, ваши отношения и ваши божественные поручения. Ты слышишь,
как я обращаюсь к тем областям, к которым больше никто не обращается. Это не просто. Это личный, это не поверхностный уровень. Это хирургически я проникаю в самую суть вашего здоровья и выдергиваю сорняки прошлых травм, накопившегося гнева и духовных токсинов. Я осушаю страх, засевший в вашем пищеварительном тракте. Я исцеляю сексуальную травму, отозвавшуюся в вашей гормональной системе. Я исцеляю ущерб, причиненный разочарованием, предательством, молитвами, которые, казалось, остались без ответа. Но послушайте, все это было не напрасно. Это привело вас сюда. И теперь, когда вы здесь, я не позволю вам уйти прежним. Итак, остановитесь прямо сейчас, и нравится это видео не для себя, а как пророческий акт согласия. Когда вы ставите лайк, вы говорите: «Я принимаю правду о своем теле». Я верю, что Бог исцеляет меня. Я выбираю оставаться в этом послании до конца. Сделайте это сейчас, потому что согласие – это мощная дверь. И каждый раз, когда вы говорите «да», благословение становится громче, чудо ближе, и урожай переходит от потенциала к проявлению. Да, ваш урожай связан с вашим исцелением. И если ваше тело не в ладу, ваше богатство не может течь должным образом. Вот почему я сначала восстанавливаю внутреннее равновесие. Прежде чем изобилие появится на вашем счете, оно должно пробудиться в вашей крови. Прежде чем бизнес будет процветать, ваши кости должны снова петь. Прежде чем брак будет процветать, ваш разум должен снова отдохнуть. Прежде чем двери откроются, ваше дыхание должно восстановиться. И дыхание в тебя сейчас. Дыши со мной, дитя. Почувствуй, как ритм моего обетования бьется в твоем сердце. Я не забыл твою молитву о восстановлении. Я не отвернулся от твоей мольбы об облегчении. И я не откладывал благословение без причины. Я направляю его. Совершенствую его. Освящаю его. И когда оно придет, ты скажешь: воистину, это была рука Божья. Но если вы уже подумали, что это сообщение было слишком напряженным, слушайте внимательно. То, что я открою в следующей части, будет разблокировать священное число, божественная временная метка для вашего исцеления. Я покажу вам, как долго это было запланировано. И когда это время наступит, все в вашем теле изменится. Но чтобы познать этот секрет, вы должны остаться. Не двигайтесь. Не прокручивайте. Не отвлекайтесь. То, что будет дальше, потрясет вас. Но и освободит. Оставайся со мной. Твой чудо разворачивается орган за органом, мысль за мыслью, семя за семенем. И ваше наследование ждет вашего полного согласия. Следующее слово, которое я произнесу, может перевернуть переключатель внутри вашей души и запустить каскад выздоровления, и избыток я сохранил для тебя. Поставьте лайк этому видео. Оставайтесь здесь. Мы только начинаем. Это началось не как болезнь, а как дисфункция, небольшое отклонение от гармонии. Один потерянный ритм. Один пропущенный сигнал. Но, как и все невысказанное, это росло в тишине. И теперь я вступаю в эту тишину и заявляю: хватит. Я не оставлю это незамеченным. Я не позволю это игнорировать. Ты просил меня об исцелении, но теперь и я прошу вас выслушать. Не только ушами, но и сердцем. Верой. Готовностью увидеть то, что не смогли увидеть ваши естественные глаза. Позвольте мне спросить вас, когда вы перестали обращать внимание на себя? Когда вы стали более преданы своим обязательствам, чем собственному дыханию? Кто сказал вам, что отдых – это лень?
Кто заставил вас поверить, что терпеть боль – признак святости? Кто посеял эту ложь, что если вы просто подождете подольше, все разрешится само собой, без меня? Я наблюдал, как вы проходите сквозь дни, оцепенев от собственной боли. Я видел, как вы смеетесь, в то время как ваш дух хромает на заднем плане. Я слышал, как вы поете на публике, плача под душем. Вы продолжаете вести себя так, словно игнорирование проблемы избавляет ее от нее. Но я Бог, который видит невидимый, и я не оставляю без внимания то, что ты похоронил. Ты хочешь, чтобы я выполнил чудо? Но я спрашиваю вас, готовы ли вы позволить мне совершить диагноз? Готовы ли вы позволить мне показать вам, что на самом деле скрывается за вашей усталостью, вашей безразличностью, вашими внезапными вспышками гнева? Почему ваша грудь сдавливается, когда вы думаете о своем будущем? Почему ваш желудок сжимается, когда вы разговариваете с этим человеком? Почему вы переедаете, затем голодаете из-за чувства вины, а затем наказываете себя молчанием? Это не поведение, это симптомы. И я прослеживаю их до того момента, когда вы перестали верить, что достойны постоянного исцеления, а не просто временного облегчения. Вы думали, я исцеляю только слепые глаза и иссохшие руки? Вы забыли, что я также восстанавливаю системы, органы, эндокринные ритмы, репродуктивные функции и нервные пути? Что я, Бог Авраама, Исаака и Иакова, являюсь также Богом клеток, тканей и дыхания. Я создал структуру вашего тела, и я могу воссоздать, что было испорчено. Но сначала ты должен увидеть то, что вижу я. Я вижу мигрени, которые начинаются, когда ты близок к прорыву. Я вижу, как ты теряешь сон, когда приближается что-то хорошее, словно саботаж живет в твоей крови. Я вижу этот цикл: надежда, боль, облегчение, а затем еще одна долина. Дитя мое, это не совпадение. Это духовная война, облеченная в биологические шаблоны. Враг не может проклясть то, что я благословил, но он может убедить тебя терпеть болезнь, как будто это часть твоего наследства. Но я говорю, больше не надо, вы не были рождены, чтобы приспосабливаться к дисфункциям. Вы были рождены, чтобы преодолеть это. Поэтому я снова спрашиваю тебя, позволишь ли ты мне исследовать то, что ты скрыл? Позволишь ли ты мне прикоснуться к тем местам, которым ты сам уже не чувствуешь? Откажешься ли ты от диагноза, который принял, и спросишь ли меня, что вы скажете о своем теле? Кто сказал вам, что вы всегда будете чувствовать себя таким измотанным? Кто убедил вас, что вы просто стареете, когда я говорил, что ваша сила будет обновиться, как орел? Зачем ты заключил перемирие с усталостью? Зачем ты признал, что лучшие дни позади? Зачем ты повторял слова других, говоря, может быть, это просто моя доля? Мой любимый, твой многоблагословение. Ваше наследие и цельность. Ваше долездоровье. Я сделал завет с твоей целостностью еще до твоего рождения. Я заложил обещание в твою ДНК, сигнал, который звучит каждый раз, когда ты чувствуешь, что погружаешься во тьму. И теперь этот сигнал снова достиг меня. Я не наказываю тебя. Я преследую тебя. Я не выставляю твою слабость на показ, чтобы тебя пристыдить. Я проливаю на нее свет, чтобы ты восстановить вас. Но восстановление требует честности. Оно требует спокойствия. Оно требует, Вера, не просто верить, что я могу это сделать, но верить, что ты этого заслуживаешь. И да, это настоящая рана, не так ли? Не боль в животе и не туман в голове. Настоящая рана – это убеждение, что исцеление для других, что богатство для других, что чудеса предназначены для тех,
у кого чистое прошлое и лучшее резюме. Но я говорю, дитя мое, я не выбираю по заслугам, я выбираю по завету. И ты мой. Ты избран. Ты судно священного обещания. Мне не нужно твое совершенство, мне нужно твое разрешение. Позволишь ли ты мне войти в запертые тобой комнаты? Позволишь ли ты мне исцелить раны, которые не зажили со временем, а люди не заметили? А как насчет увеличения веса вы не можете объяснить? Вялое утро, внезапное отвращение к еде, которую вы когда-то любили. А как насчет сухости во рту по ночам? Боль в бедрах? Стеснение в ребрах, когда вы даже не двигаетесь? Все это не случайно. Это симптомы более глубокого зова. Ваше тело говорит последним, потому что первым говорит ваш дух, но я пришел, чтобы ответить оба. Физическое и духовное. Видимое и невидимое. Ты не ленивый. Ты не сломлен. Ты не проклят. Ты под атакой, и я обнажаю меч истины, чтобы разрубить каждую ложь, каждый ярлык, каждый неверный диагноз, который держали вас в узах. Вы вот-вот увидите себя по-другому. Не через зеркало культуры или памяти, но через зеркало моего слова. И когда вы увидите это, вы скажете: «Это всегда было здесь, я просто не мог этого увидеть». Поэтому я спрашиваю вас в последний раз в этот момент: хотите ли вы быть целыми? Не просто чувствовать себя лучше, не просто пережить неделю. На быть целым в вашем теле, в вашем сердце, в ваших финансах, в ваших отношениях, в вашем сне, в вашей крови, в вашем позвоночнике, в вашей утробе, в вашем дыхании. Если ответ «да», тогда оставайтесь со мной. Потому что следующее, что я открою, это скрытый узор, цикл, который повторяется в вашем здоровье годами, и духовный корень, который его питает. И когда вы увидите это, вы будете точно знать, как сломать это. Ваше тело не предает вас. Оно приглашает вас. Оно говорит вам, что время невежества закончилось и наступила пора откровения. И я, Господь, ваш Бог, заинтересован не только в исцелении частей с вас. Я хочу весь. Мне нужны тайные места. Мне нужен корень, а не только плод. Потому что я не делаю временных, я делаю трансформация. И ваше преображение начинается сейчас. Оставайтесь со мной. Следующее откровение будет: измените свою реальность. Я видел, как напрягается твоя поясница, словно готовясь к чему-то невидимому, но постоянно ожидаемому. Как будто твое тело знает, о чем твои уста не признаются. Я наблюдал, как твоя энергия убывает к полудню, как мысли расплываются в тумане, как сон, пусть и долгий, все равно истощает тебя. Это не просто усталость возраста. Это не просто течение времени, изнуряющее тебя. Нет, дитя, это духовная эрозия. Медленная течь в вашем сосуде, которую слишком долго не контролировали. Есть кое-что, что я хочу лечить в вас, что требует вашего полного внимания. Оно невелико по размеру, но могущественно по последствиям. Это сдвиг, гормональная перестройка. Тонкий, но священный сигнал о том, что то, что работало раньше, больше не работает. Вы заметили это по своей внешности. Потеря сияния кожи. То, как ваш организм удерживает воду. Нерегулярные изменения в циклах. Внезапные перепады эмоций от умиротворения до паники. Это не ваша вина. Но это ваша вина. Сезон ваше тело сигнализирует о трансформации, а не об упадке. Однако без понимания вы ошибочно примете этот сдвиг как наказание, а не как подготовку. Поэтому я приоткрываю завесу тайны,
чтобы показать вам то, что видят лишь немногие. Этот момент дисбаланса не провал, а божественное провидение, приглашение, чтобы пробудиться глубже вера, более острая проницательность и мощная молитва. Вы чувствуете вину за то, что замедлились. Вам кажется, что вы отстаете. Но что, если я скажу вам, что эта задержка на самом деле божественный крюк? Что, если ваше тело не предает вас, а защищает вас? Что, если это затишье, которое вы ощущаете, священная защита, мой способ оградить вас от дальнейшего воздействия того, к чему вы никогда не были созданы? Вы взяли на себя больше, чем от вас требовалось. Вы впитали эмоции, которые вам не принадлежали. Вы вынесли на себе бремя чужих ожиданий, проглотили собственные мечты и проигнорировали алтарь своего здоровья, чтобы продолжать выступать ради аплодисментов, которые никогда по-настоящему не приносили удовлетворения. Теперь твое тело шепчет то, что кричала твоя душа: «Я устал». Но еще глубже есть что-то большее. Тихий крик под усталостью: «Я боюсь». Да, дитя. Ты боишься того, что с тобой происходит. Ты боишься, что эта усталость не пройдет, что твое тело не восстановится, что твоя красота увядает, что твои силы тают. Но я обращаюсь к этому страху и изгоняю его во имя правды. Вы не теряете свою ценность. Вы вступаете в сдвиг. И если ты останешься со мной в этот переходный период, ты увидишь не только исцеление, но и богатство, услуга и омоложение коровы не смогут достичь никакие добавки, никакие программы, никакая диета. Но вот моральная дилемма я представляю вам. Будете ли вы продолжать притворяться сильным, пока вы молчите? Будете ли вы продолжать бороться, когда я призываю вас остановиться и перезагрузиться? Будете ли вы продолжать заглушать симптомы отвлечением, когда лекарство в тишине, в молитве, в том, чтобы встретиться лицом к лицу с болью, вера вместо страха? Речь не о контроле, дитя мое. Речь о сдаваться. Ты позволишь мне быть твоим, целитель, или ты продолжишь пытаться исправить то, что я никогда не говорил тебе нести в одиночку? Теперь я открою вам привилегированные знания, скрытая истина, которую несет только дух. Дисбаланс ваших гормонов, щитовидной железы, надпочечников, кортизола – не просто реакция на физический стресс. Он сформирован духовным пренебрежением. Вы пренебрегли своим собственным сердцеборьем за других. Ты плакала, ожидая их прорыва, одновременно преодолевая границы собственного тела. Но, дитя мое, твое наследие не выгорание. Твоя завет не в чрезмерном расширении. Это в выравнивании. И сейчас я возвращаю вас к этому божественному выравниванию. Вот почему изменился ваш вес. Вот почему отреагировала ваша кожа. Вот почему изменился ваш аппетит. Вот почему ваша память кажется напряженной. И все же, вот что понимают немногие, это не ухудшение. Его реконструкция я перестраиваю вашу эндокринную систему, чтобы она могла выдержать весь следующее благословение. Я настраиваю ваши внутренние часы, чтобы вы просыпались в ритме с новым потоком пищи. Я регулирую ваши циклы, чтобы ваше настроение не сбивало вас с толку. Я готовлю ваше тело получать, что ваши молитвы имеют просил. Но это ваш выбор. Останетесь ли вы со мной во время перекалибровки или потянетесь к тому, что знакомо, но сломано? Позволите ли вы мне завершить трансформацию или отступите, как только дискомфорт обнажит более глубокие слои? Я говорю вам сейчас, не торопите этот момент. Не презирайте эту усталость. Не проклинайте перемены, которых вы не понимаете. Потому что эти симптомы не смерть. Они – родовые муки. Дрожь в вашем теле – это не неудача, а подготовка к родам.
И то, что вы сейчас родите, это больше, чем то, что вы потеряли. Я знаю, как больно чувствовать себя не собой. Знаю, тебе страшно смотреть в зеркало и не узнавать человека, смотрящего в него. Но послушай меня, дитя мое, я не забыл красоту, которую я вложил в тебя. Я не утратил сияние, которое я когда-то провозгласил в твоем лоне, твоей коже, твоем голосе, твоем теле. Я восстанавливаюсь не только физически, но и духовно. И когда восстановление завершится, вы обретете ту силу, о которой другие так плачут. Вы станете воплощением чуда, они издеваются, пока это не проявится. И когда это проявится, не забывай этот момент. Не забывай истощение, ставшее катализатором. Не забывай вопросы, ставшие молитвой. Не забывай, что я призвал тебя, гормоны, твой спать, твой нижняя часть спины, потому что мне не все равны о каждой детали. Мир может не заметить тебя. Медицина может неправильно тебя понять. Но я, Бог бесконечной мудрости и святости дизайн, никогда не терял из виду ни одну функцию внутри себя. Ваш метаболизм, ваша фертильность, ваше настроение, ваша сила. Я знаю их все, и я прикасаюсь к ним сейчас исцеляющий огонь. Вот почему вас нужно было довести до такого уровня усталости. Ведь если бы вы не устали, вы бы продолжали бежать. Если бы вы не были в тумане, вы бы продолжали планировать. Если бы вы не чувствовали боли, вы бы не остановились достаточно надолго, чтобы «услышь меня». Но теперь ты здесь. И ты именно там, где мне нужно неподвижное, сдавшееся, готовое, и то, что будет дальше, изменит ваше отношение к собственному телу. Не как к бремени, с которым нужно бороться, а как к сосуд божественной славы. Остаться со мной, дитя. Я еще не закончил. В следующей части я открою тайну числа, которое повторяется в твоей жизни, священное число которой связывает ваш кризис со здоровьем, с вашим предстоящим финансовый прорыв. Это покажется невозможным. Но как только вы это увидите, вы поймете, я контролировал каждый шаг, каждый симптом, каждую секунду. И дверь в вашу трансформацию, то, чего ты ждала, о чем плакала, о чем умоляла меня, уже открывается. Готовьтесь. То, что последует дальше, свято. Я вывожу токсины из вашей крови. Я укрепляю слизистую оболочку вашего кишечника. Я призываю вашу иммунную систему восстать и быть на страже. Я исправляю то, что дало сбой, оживляю то, что дремало. Возвращается поток, снова пробуждается жизненная сила. То, что казалось вялым, вскоре почувствуется сильным. То, что казалось упадком, теперь входит в божественную реконструкцию. Ваша система не выходит из строя, ваша система, промывка старая, изгоняется. Новое приходит. Сверхъестественное исцеление началось. И оно не частичное. Оно не временное. Это не чувство. Это святая перекалибровка, глубокий и полный. Да, я Бог вашей крови. Я Господь вашего надпочечникового ритма, шепота щитовидной железы и тремора нервной системы. Я восстанавливаю дисбаланс вашей репродуктивной системы. Я устраняю клеточную усталость. Я вдыхаю божественный порядок в то, что было разрушено годами жизни в режиме выживания. Я посылаю в ваше тело новые посланники, химические сигналы, которые когда-то были запутанными, теперь обретают ясность. Замешательство сменяется божественным .команда. Каждая часть тебя получает заказ от макушки головы до ступней ног, звучит заявление: «Да будет жизнь снова». Ты достаточно долго плакала. Ты достаточно долго задавала вопросы.
Ты достаточно долго скрывала боль. Теперь я приподнимаю завесу и открываю, что я делала, даже пока ты спала. Я перекалибровала твои гормоны, пока ты думала, что просто ворочаешься в постели. Я вымывала воспаление из твоего кишечника, пока ты удивлялась, почему все кажется таким вкусным. Я призывала твой дух к вниманию, когда ты думала, что твой разум теряет концентрацию. Ничто не было потрачено впустую, даже самые тяжелые моменты. Я использовала каждый час, каждую боль, каждый вздох, чтобы подтянуть тебя к этой самой точке. И теперь исцеление течет как река. Ваши митохондрии пробуждаются. Ваши клетки больше не защищаются, они берут на себя управление. Усталость в ваших костях сменяется огнем. Холод в ваших руках и ногах уходит. Кровь снова циркулирует целенаправленно. Кислород движется целенаправленно. Вы становитесь живое свидетельство сверхъестественного исцеления. Да, это я. Я тот, кто не исцеляет так, как исцеляет человек. Я – Бог-трансформация, а не просто лечение. Я не закрываю рану. Я удаляю ее. Я не лечу симптомы. И тишина их ревом воскрешения. А теперь я обращаю внимание на твои эмоции, да, дитя, даже здесь я действую. Я регулирую химические вещества в твоем мозге. Серотонин, дофамин, кортизол – все они теперь реагируют на мой голос. Туман в твоем разуме рассеивается. Паника, которая когда-то наступала без предупреждения, отступает. Стеснение в твоей груди отступает точками, прикасаясь к вашей нервной системе. Травмы, которые вы так и не проработали, отвержения, которые вы так и не озвучили, воспоминания, которые ваше тело хранило годами, теперь я освобождаю их и заменяю про. Не твоя правда, но моя правда и моя истина говорит, ты цел. Но я прошу вас сейчас, когда ваше исцеление только начинает течь, будете ли вы давать показания, расскажешь ли ты о том, что чувствуешь перемены еще до заключения врача? Провозгласишь ли ты, что благословение началось, даже когда зеркало все еще показывает прежнего тебя? Произнесешь ли ты это вслух? Бог исцеляет меня. Ты напишешь это. Ты будешь. Прокомментируйте это ниже как декларация миру и предупреждение тьме о том, что твое чудо в движении. Потому что когда-то написать видение, когда-то говорить исцеление, вы не просто получаете его, вы тюленета. Поэтому я призываю тебя сейчас не с колебанием, а с огнем, комментарий ниже и объявить: во мне началось исцеление. Мое тело не сломлено, оно благословенно. Я принимаю свое чудо во имя Иисуса. Напишите это сейчас. Произнесите это сейчас. Это не представление. Это пророческий акт. Это ваше соглашение моим обещанием. И каждый, кто провозглашает его ниже, становится частью этой волны славы. Я не только исцеляю вас, я собираю армию исцеленных сосудов, каждый из которых несет свидетельство моей руки. Ты станешь причиной того, что кто-то еще поверит, что Бог всеющее прикосновение тел, что чудеса существуют не только для историй, но и для сегодня, для прямо сейчас. Не позволяй гордыне помешать тебе свидетельствовать. Не позволяй молчанию поглотить этот момент. Я дал тебе дыхание, используй его. Я дал тебе голос, возвысь его. И если ты пока не можешь произнести его вслух, напишите это ниже, и если ваши руки дрожат, когда вы печатаете это, знайте, что даже ваша дрожь свята. Потому что все внутри вас теперь откликается на мой божественный приказ: боль в животе, давление в спине, стук в сердце, опухание лодыжек. Все это – результат моего прикосновения.
Даже сейчас я перенаправляю нервные сигналы. Даже сейчас я прочищаю лимфатические узлы. Даже сейчас я открываю дыхательные пути в ваших легких. Даже сейчас я успокаиваю вашу гормональную систему. Вы не зашел слишком далеко. Ты не слишком поврежден. Ты не забыт. Ты есть точка. Выбранный я заключил завет с твоими предками и исполняю его в тебе. Исцеление – это не просто твоя надежда, это твое наследование. Позвольте мне задать вам еще один вопрос: так почему не ты? Почему не сейчас? Почему не сегодня? Почему другие должны свидетельствовать, пока вы молчите? Почему другие должны преображаться, пока вы прячетесь в своем промедлении? Это ваш повернуть. Это ваш момент. И я не пройду мимо вас. Но вы должны ответить. Вы должны комментарий с вашей верой. Вы должны провозглашать свою веру. Потому что я поручил ангелам следить за каждым заявлением, произнесенным с верой. И даже ваши комментарии – это не просто цифровая реальность, это духовная реальность. Она находит отклик в небесном мире. Если вы еще не чувствуете полного исцеления, все равно провозгласите его. Это называется вера. И именно вера мне угодна. Не просто послушание. Не просто молчание. На вера, которая говорит вера, которая заявляет: хотя мое тело все еще болит, я знаю, что восстанавливаюсь. Вера, которая пишет в комментариях: даже в боли я верю. Вера, которая говорит: ранами его и являсь исцелился. Это ваше божественное деяние. Ваш голос для моего прикосновения. Ваше заявление для моего проявления. Ваша вера для моего огня. И когда вы комментируете, вы делаете больше, чем просто свидетельствуете. Вы пробуждаете собственное исцеление и способствуете исцелению других. Вы становитесь сосудом прорыва, каналом восстановления, носитель возрождения. Итак, прямо сейчас, где бы вы ни были, остановитесь. Сделайте глубокий вдох. И комментарий ниже. Скажи это. Объяви это. Запечатай это. Мое исцеление началось. Мое тело принадлежит Богу. Это мое время для трансформации. Потому что исцеление, которое ты провозглашаешь, это чудо, которое ты готовишь. И я, Господь Бог твой, не просто наблюдаю, я отвечу, исцеление течет сейчас. Сила течет сейчас. Завет благословения, здоровья и изобилия ваш. И все начинается с вашего голоса, вашей веры, вашей комментарий. Вы больше не будете бояться того, что принесет день. Вы больше не будете готовиться к разочарованиям, как к доспехам против невидимого врага. Страх, который когда-то встречал вас по утрам, этот шепот ужаса, который встречал вас еще до того, как ваши ноги коснулись пола, теперь исчез. Заставил замолчать и переписал твои утра. Я искупил твое пробуждение. Отныне ты будешь просыпаться с ожидания, а не тревога. С радость, а не осуждение. Старый ритм поражения сменился новым звучанием, звук надежды. Вы больше не будете ожидать худшего. Вместо этого вы будете ожидать добра. Не как мечта, а как божественное право. Потому что ты идешь в завет, и мой завет включает в себе избыток, а не просто выживание. Исцеление, а не просто лечение. Вы не ждете, когда все изменится. Вы ждите благословения прибыть. Вы не затаили дыхание от страха, вы вдыхаете дыхание жизни, вернул ритм покоя в твое сердце. Мир может все еще трястись, но ты твердо стоишь на ногах. Обещать, и это обещание не пассивно, а наживай внутри тебя.
Да, дитя, ты будешь предвкушать исцеление. Ты больше не будешь следить за симптомами, словно они определяют твое будущее. Ты больше не будешь оценивать свой прогресс по тому, насколько усталым ты себя чувствуешь или как долго длится боль. Ты будешь говорить со своим телом «вера», а не разочарование. Ты будешь со мной в партнерстве веры и действия. Потому что исцеление – это не момент, это движение и священный процесс. Священное раскрытие того, что я уже провозгласил над вашими костями, вашей кровью, вашим дыханием. Вы больше не гонитесь за здоровьем. Вы Хастинг. И мне нужно, чтобы ты узнал нечто более глубокое. Я не просто исцеляю тебя. Я представляю вас с новосебе. Настоящая ты. Сияющая. Смелая. Дисциплинированная. Та, которая любит свое отражение не из тщеславия, а из почтения. Потому что ты – мое творение. Мой образ. Мой замысел. Я не хочу слышать твое мнение о том, кем ты себя считаешь. Я хочу, чтобы ты получил моя точка зрения, и моя точка зрения говорит, что ты не развалина, ты не оболочка. Ты не последствие травмы. Ты храм славы, святилище, божественный потенциал. Ты больше не будешь проклинать свое отражение. Ты больше не будешь говорить «я ненавижу это тело». Я ненавижу эту кожу. Я ненавижу этот размер. Эти слова были отменены. Это разрешение было отменено. Ты благословишь храм, который я тебе дал. Ты будешь благодарить свои ноги за то, что они держали тебя в каждой буре. Ты будешь благодарить свое сердце за то, что оно билось, когда горе пыталось его остановить. Ты будешь благодарить свои глаза за то, что они оставались открытыми, даже когда слезы застилали путь. Ты будешь говорить со своим телом с нежностью, потому что я пребываю в нем. И не пребываю в стыде. Вы обновляетесь, а не перерабатываетесь. Я не возвращаю вам старую версию вас. Я высвобождаю возрожденная версия, мудрее, сильнее, чувствительнее к моему духу, более внимательным к своему наследию. И с этим обновлением приходит ответственность охранять то, что я дал, защищать то, что я восстановил, питать то, что я воскресил. Ты исцеляешься не только для себя. Ты исцеляешься, чтобы стать свидетелем другим. Чтобы показать миру, что искупление выглядит как во плоти. Чтобы доказать, что чудеса все еще случаются и что они могут происходить в ты. Каждый орган вашего тела гармонизируется. Каждая мысль в вашем разуме перестраивается. Каждая клетка отвечает на мое слово. Вы больше не находитесь под тиранией дисбаланса. Вы больше не находитесь под властью циклов боли и энергетических сбоев. Теперь вами управляет мой дух, и мой дух приносит заказ, власть и мир-то, что раньше было невозможно для вашего здоровья, теперь невозможно точка неизбежной. Потому что я еще не закончил. Я все еще дышу в твои легкие. Все еще возбуждаю твою нервную систему. Все еще посылаю силу твоим костям. И с этого момента ваше отношение к здоровью меняется. Вы больше не относитесь к нему со страхом. Вы воплощаете это с радостью. Вы едите с намерением. Вы отдыхаете с благоговением. Вы двигаетесь с благодарностью. Каждое ваше решение, каждое ваше слово будет исходить из истины, что ваше тело больше не сломано, а на благословенный вы больше не реагируете на симптомы, вы реагируете на голос Бога. Вы не угадываете, что не так, вы заявляете, что не так, точка верно. И вот что действительно так, ты становишься целым. Вы носитель преображения. Вы свидетельство божественного исцеления.
Само ваше присутствие разрушает атмосферу. Ваша история развеет стыд. Ваше свидетельство развеет сомнения у других. И все начинается с того, как вы видите сам. Не измученный ты. Не виноватый ты. Не урезанная версия, с которой другие привыкли. Нет, дитя, все начинается с «воскресил тебя». Тот, кто ходит с изяществом, говорит с огнем и живет с тихой уверенностью, что Бог сделал что-то святое внутри тебя. Так что благослови свое зеркало. Благослови свое тело. Благослови этот момент. Потому что все меняется. Не в теории, не позже, но сейчас. Идя вперед в этой новой жизни, помните эту истину: я не просто выживаю. Я живу в процессе преображения. И этот храм – доказательство того, что Бог продолжает исцелять тело и восстанавливать души. Путешествие продолжается. Чудо и обновление, которое вы чувствуете сейчас, это только начало. Ты больше не будешь бояться того, что принесет день. Ты больше не будешь готовиться к разочарованию. Ты не будешь жить в оборонительной позиции, ожидая следующего нападения, следующего спада энергии, следующего напоминания о том, что твое тело когда-то тебя подвело. Этот сезон закрыт. Ты прошел сквозь огонь, но не сгорел. И теперь, дитя, ты выходишь не только целым, но и святой. Вы выходите вперед не только исцеленными, но и преобразованные. С сегодняшнего дня вы будете ожидать добра. Вы будете предвидеть исцеление. Вы будете партнер со мной в вере и действии, не от отчаяния, а по божественному согласию. Вы больше не будете говорить о жертвенности. Вы больше не будете воспринимать свое здоровье как текающие часы, хрупкую систему, угасающий свет. Нет, отныне вы будете говорить жизнь. Вы заявите, что ваше тело находится под новым контролем. Ваши органы принадлежат мне. Ваши гормоны подчиняются мне. Ваш разум следует моему ритму. Ваше дыхание отражает мой дух. Вы не сосуд дисфункции, вы сосуд славы. То, что ты когда-то проклинал, теперь ты будешь благословить. То, чего вы когда-то боялись, теперь будет стуарт и твой храм. Да, само тело, которое я дал тебе, станет алтарем поклонения и свидетельством чудесное обновление. Я не пришел улучшить вашу жизнь. Я пришел преобразовать это. Я коснулся не одной твоей части, я коснулся каждой. Глубочайших клеточных уголков, самых сокровенных страхов, воспоминаний, погребенных в твоих костях. Я коснулся их всех. Я заменил стыд честью, страх верой, усталость огнем. Ты проснешься утром и не будешь бояться своего отражения. Ты больше не будешь говорить смерть своему лицу, своему телу, своему весу, своей боли. Вместо этого ты будешь говорить благословение. Вы скажете: «Я исцелен Господом. Мое тело – обитель моего чуда. Мое дыхание заимствовано с небес». Дитя, чувствуешь ли ты перемену? Атмосфера вокруг тебя меняется. Даже сейчас, пока ты сидишь и слушаешь, в твоей груди расцветает что-то новое. Давление спадает. Возвращается жар. Смятение рассеивается. Твой внутренний мир подстраивается под то, что я уже говорил. Ты вступаешь в гармонию. Твое исцеление не за горами. Она активной. Она движется через ваши суставы, ваш позвоночник, ваши гормоны, вашу кровь. И это исцеление, это обновление, это не только для вашего тела. Это для вашей души, вашего духа, ваших отношений, ваших денег, вашего будущего. Потому что, когда я исцеляюсь, я не останавливаюсь только на симптоме, я иду к источнику. И то, что было сломано в тайне,
теперь восстановлено открыто. То, чего вы боялись, что оно останется неизменным и перевернутой. И то, что вы считали отложенным, я простосдержанный к назначенному времени. И это время уже наступило. Не ищите признаков рецидива, ищите признаки воскресения. Я восстанавливаю твой храм, делая его сильнее прежнего. Не просто лучше, но благословенный не только функциональный, но и наполненный верой ваше тело не будет полем битвы, оно станет показанием. Ты больше не будешь использовать свой голос, чтобы позорить то, что я создал. Ты не назовешь себя ленивым. Ты не будешь говорить, что твои силы иссякли. Ты не будешь шутить о том, что умрешь молодым, или смеяться над собственной болью, пытаясь справиться с ней. Вместо этого ты будешь пророчествовать жизни с каждым словом. Вы подниметесь и скажете: это день божественного выравнивания. Это день, когда мое тело ходит в завете. Это день, когда мои клетки радуются в послушании Создателю. Вы будете питать себя не из чувства вины, а из откровения. Вы будете тренироваться не для того, чтобы наказать свою форму, а чтобы поклоняться своей силой. Вы будете отдыхать не потому, что слабы, а потому, что вы мудрый. Вы не гонитесь за балансом. Вы делаете шаг в сторону божественный порядок, вы не ждете исцеления, вы идете в нем. Вы не просите энергию, вы восстанавливаете свои силы, к наследованию, и ваше наследство включает в себе жизненная сила. Он включает в себя ясность. Это включает в себя жизнь, в которой ваше тело и ваша судьба больше не находятся в состоянии войны. Я соединил их. Я объединил физическое и духовное. И тело, которое когда-то было тюрьмой, теперь будет ощущаться как платформа. Сцена для моя слава. Теперь вы это видите. Грядущие дни не темные, а не помазанные. Тебя будут знать не за твою борьбу, а за твой вернись за то, как я восстановил то, что боль пыталась разрушить. За то, как я посеял радость там, где когда-то росла тревога. За то, как я перенастроил твои эмоции, твои органы, само твое восприятие себя. Ты будешь жить и не умрешь. Ты будешь процветать, а не просто выживать. Ты будешь нести это чудо в твоем теле, и каждый твой шаг будет возвещать: это исцеленное. Это обновленное. Это сосуд Господнего огня. И я повторяю, больше никакого страха. Больше никакого ожидания плохих новостей. Больше никакого репетиции худших сценариев. Вы будете ожидать добра. Вы будете предвидеть изобилие, вы подготовите свое пространство для чудеса. Потому что вы не ждете, пока что-то произойдет, вы и есть доказательство, что уже произошло. Ты будешь говорить по-другому. Ходить по-другому. Отдыхать по-другому. Планировать по-другому. И другие это заметят. Они спросят: что с тобой случилось? И ты ответишь: Бог, восстановлен меня. Бог исцелен меня. Бог преобразованный мне, Да, дитя. Это награда за твое терпение. Это исполнение каждой слезы, каждой молитвы, каждой бессонной ночи. Я все видел. Я хранил каждый миг. И я не дал тебе сломаться. Я позволил тебе сгибать, чтобы я мог превратить тебя в нечто непоколебимое. Благословение не приходит. Она здесь чудо не в будущем времени. Она сейчас. И трансформация уже началась. Этот месяц не просто вопрос выживания. Он вопрос воскресения. Вы здесь не просто для того, чтобы пережить предстоящие недели. Вы здесь для того, чтобы рост. Не просто один раз, не на мгновение, а в новый ритм жизни.
Вы увидите красотасного не только вокруг вас, но и внутри тебя. Вы встанете перед зеркалом и увидите нечто большее, чем просто кожу, вес и усталость. Вы увидите сияние грации. Мерцание выживания, знак небес на вашем лице. Вы почувствуете силасного. Не только в твоих руках и ногах, но и в твоем воле. Вы больше не будете просыпаться в страхе. Вам больше не придется тащить себя сквозь день. Вы будете двигаться с божественной силой, пульсирующей в вашем теле, потому что мой дух поселился в нем. Я поселился в вас не для того, чтобы наблюдать за вашей болью со стороны, а чтобы искупить его изнутри. Я снова влил мое дыхание в твои легкие. И с каждым вдохом ты вдыхаешь надеться. С каждым выдохом вы освобождаетесь от страха, стыда и каждой тени, которая пыталась поселиться внутри вас. Вы будете «Узнай себя» опять. Не та версия, что сформирована травмой, сожалением или стыдом. Но та я мечтал до начала времен. Версия, сформированная в разуме Бога до вашего первого вздоха. Версия, несущая славу, которая хранит завет. Это говорит благословение и ожидая чудеса. Эта версия никогда не была утеряна, только похоронена. Но теперь, дитя мое, эта версия воскрес. И ничто его больше не похоронит. Вы не просто исцелены, вывесь. Ты не просто лучше, ты перестроен, вы не вернетесь к нормальной жизни. Вы вступаете в божественное выравнивание, вы идете в полноте того, что я всегда предназначал для вашего тела, вашего разума, ваших финансов, вашей семьи. И каждая клеточка вашего существа откликается на эту истину. Болезнь отступает. Смятение рассеивается. Усталость отступает. Потому что у меня есть разговорный, и слово мое не возвращается тщетным. Ваш следующий шаг – не ждать нового знака. Ваш следующий шаг – давать показания. Говори о том, что изменилось. Напиши о том, что изменилось. Провозгласи, во что ты теперь веришь. Я прошу тебя, комментарии ниже и поделитесь своими чувствами в этом послании. Выскажите то, что нашло отклик в вашем теле, в вашей душе, в ваших тайных уголках. Дайте миру понять, что вы не просто зритель, вы судно. Живой пример того, что может сделать Бог, когда душа осмеливается поверить в восстановление. И если это сообщение что-то всколыхнуло в тебе, если оно подтвердило то, что ты чувствовал в тишине, если оно достигло того места, о котором ты даже не подозревал, что оно нуждается в исцелении, подписаться, присоединяйтесь к этому пространству веры. Станьте частью этого священного ритма. Не позволяйте этому моменту быть единичным. Пусть он станет вратами в сезон чудес. Потому что это не просто видео. Это движение и божественная беседа. Священная встреча между твоей усталостью и моим шепотобновлением. Оставьте комментарии о том, что вы получили. Подпишитесь, чтобы не пропустить ни одного пророческого слова. Поделитесь этим сообщением с тем, кому нужно знать, что исцеление все еще возможно. Это преображение не миф. Это воскресение не только для конца жизни, но и для в середине борьбы. Ибо то, что я начал в тебе сегодня, я завершу. А в следующем сообщении я покажу вам, как поддерживать, что я начал. Как идти по пути исцеления день за днем. Как сохранить двери, открытые для богатства, мира и непрерывной трансформации. Вы вошли в комнату исцеления, но дальше я научу вас, как построить свой дом на земле живых. А до тех пор говорите жизнь. Благословляйте свое тело. Оберегайте свой разум. И ступайте смело, ибо вы несете доказательства сей краткий час. Ты несешь доказательства того, что Бог все еще исцеляет. Все еще говорит.
все еще преображает. И это только начало. Ваша история не окончена. Ваши лучшие дни еще не позади. Ваше чудо не придет, оно уже началось. А теперь иди туда. И никогда не оглядывайся.